Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую красивую тесьму, кайму крючком. Почему кайма? Один край у нас ровный, а на другой стороне у нас фестончики. Посмотрите, какая она красивая, очаровательная, милая. Вязать ее очень просто. В этом видео мы с вами все подробно разберем, ряд за рядом. Такой каймой можно украсить. Вот кухонное полотенце, например, я взяла. Потом настрочу на край изделия. Также можно какую-то одежду, ночные сорочки, сарафаны, юбки. Я думаю, каждая мастерица найдет применение такой очаровательной кайме. Вяжется она по принципу ленточного кружева. Начинаем из уголочка, провязываем первый ряд, второй, третий ряд начинаем вязать и уже провязываем фестончики. Возвращаемся, вяжем основную вот эту ленту, которая у нас будет неизменно на всем протяжении. Поворачиваем в обратную сторону и уже обвязываем фестончик. Возвращаемся и вяжем ленту еще 4 рядочка и начинаем вязать следующий фестончик. И при провязывании следующего цветочка мы присоединяем в 2 точках к предыдущему фестончику, вот на арочках. Вот такой принцип вязания этой каймы. Если вам нравится такая кайма, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Пишите комментарии. И еще хочу сказать про размеры. В ширину получается 5,5 сантиметров. В длину я провязала 15 фестончиков. И у меня получился размер 53 сантиметра, 15 фестончиков. Но, конечно же, размер может измениться из-за выбранного крючка, ниток и плотности вязания. Сейчас на экране я прикреплю схему этой каймы. Если вам удобно вязать по схеме, можете сделать скрин, чтобы ориентироваться, в каком месте мы вяжем. Ну, давайте приступим к работе. Вязать эту кайму я буду из ниток Пехорка белое кружево. Это 100% хлопок. В 50 граммах 475 метров. Тоненькая ниточка. Крючок буду использовать 0,95 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 16 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Набрали. Накид. И теперь в 8-ю петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Смотрим, чтобы наша цепочка была не перекручена. Провязываем столбик с накидом. Это у нас уже первый ряд начинается. Накид. В следующие 3 воздушные петли провязываем по столбику с накидом. 1 в следующую петельку столбик с накидом и в следующий. Итого 4 столбика подряд. Провязали. Далее 2 воздушные, 1, 2,
накид, пропускаем 2 петли и в следующую петельку провязываем столбик с накидом. 1 воздушная, пропускаем воздушную петлю и в начальную столбик с накидом. Вот. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, это начальный столбик с накидом, разворачиваем, еще 1 воздушная петля арочка, и в вершину следующего столбика провязываем столбик с накидом, провязали. Далее 2 воздушные, в следующие 4 столбика провязываем по столбику с накидом. Это у нас тесьма, основа нашей каймы. Она у нас будет идти неизменной на всем протяжении. Эта полосочка у нас будет из столбиков с накидом. Провязали 4 столбика. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, накид, пропускаем 2 воздушные петли вот на цепочке, один, два, пропустили, и в следующую петлю провязываем столбик с накидом. Вот эти петли у нас образовывают как бы квадратик, клеточку. Так, далее набираем 14 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Разворачиваем, накид, и так в 9 петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вот в 9 провязываем столбик с накидом. Две воздушные, пропускаем 2 петли по цепочке, 1, 2, в третью столбик с накидом, 2 воздушные, 1, 2, пропускаем 2 петли, и у нас получается в вершину столбика провязываем столбик с накидом. Так, такой хвостик у нас сбоку припеку. Далее 2 воздушные, 1, 2, и в следующие 4 столбика также провязываем по столбику с накидом. Все тут такое мелкое, тоненькое. Если бы ниточка была потолще и крючок номер побольше, было бы полегче вязать, но потом будет проще. Сейчас самое начало, все миниатюрное. Так, 3 и 4. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот такой сбоку хвостик. Далее 2 воздушные. Это у нас уже будет неизменно. Столбик с накидом в следующий столбик.
1 воздушная, в конце у нас арочка из 1 воздушной петли, 1 пропускаем петлю и в следующую столбик с накидом. Так. 3-й ряд готов. Вот у нас 1, 2, 3 ряда провязали. Далее вяжем 4-й ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом разворачиваем, еще 1 воздушная петля, арка и столбик с накидом, следующий столбик с накидом. 2 воздушные петли, 1, 2, 4 столбика, провязываем полосочку, продолжаем. Следующие 4 столбика по столбику с накидом. Так. Провязали. Далее 2 воздушные петли и столбик с накидом в следующий столбик. Сейчас нам нужно обвязать вот этот хвостик. Сейчас мы его обойдем сверху, сбоку, снизу и вернемся обратно. Итак, 2 воздушные петли, столбик с накидом в следующий столбик, 2 воздушные в следующий столбик, 2 воздушные петли, и теперь вот в эту арку, дугу на самом кончике, вот нам нужно провязать 6 столбиков с накидом, между ними арки из 2 воздушных петель. 1 столбик с накидом, 2 воздушные, 2 столбик, 2 воздушные, 3 столбик с накидом, сюда же в эту арку, 2 воздушные, 4, 2 воздушные петли, 5 столбик с накидом, 2 воздушные и 6 столбик, 2 воздушные, провязали накид и в следующий столбик, вот в основании его, провязываем столбик с накидом. Две воздушные петли, в основании следующего столбика также вот в цепочку вставляем крючок, столбик с накидом, 2 воздушные, и теперь нам надо замкнуть вот эту последнюю клеточку и делаем соединительный столбик в вершину вот столбика с накидом вот этого. Сейчас я развожу ровненько и будет видно. Соединили. Так, далее 2 воздушные петли подъема, разворачиваем. Сейчас будем обвязывать вот этот фестончик, накид, и нам нужно сделать сплит из 4 столбиков с накидом. Первые 2 ножки мы будем вязать вот под эту арку. Следующая арочка у нас тут идет. 1 столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке, накид, сюда же вяжем 2 ножку, столбик с накидом не до конца, 3 петли на крючке, накид, в следующую арку вяжем 3 ножку и 4, провязали 3 столбик с накидом не до конца, накид, и в эту же арку вяжем и 4 ножку,
5 петель закрываем. Провязали сплит из 4 столбиков, 2 ножки на одной арке, 2 ножки на следующей арке. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, и снова делаем сплит. Первые 2 ножки провязываем в ту же арку, куда вязали 3-ю и 4-ю ножку предыдущего сплита. Первая ножка, накид, вторая, накид, 3-я, 4-я ножка вяжем в следующую арочку. 3-й столбик не до конца и 4-й столбик с накидом не до конца. 5 петель закрываем. Провязали еще один сплит, 3 воздушные. Далее вяжем такой же сплит. Первые 2 ножки в ту же арку, 3-я, 4-я ножка в следующую арку. Закрываем. 3 воздушные. Следующий сплит. Также 1-я, 2-я ножка в следующую арку, 3-я, 4-я, 3-я, 4-я ножка. Закрыли. И после 4-го сплита у нас идет арочка из 5 воздушных. Чтобы у нас край был не стянутым, арка немножко побольше. 3, 4, 5. Так, я, по-моему, лишнюю одну заговорилась. Вот 5 петелек. Так, снова делаем сплит. 2 ножки и еще 2 на следующей арке. Снова идет арка из 5 воздушных. Это у нас центральная арка. Так, провязали 5 сплитов. Теперь делаем 6-й. Пять воздушных. Седьмой сплит. И далее у нас все арочки между сплитами идут из 3 воздушных петель. Из 5 воздушных только 3 арки на закругленном крае фестончика. Теперь 3 воздушные. 8-й сплит. Три воздушные. 9-й. Три воздушные. И последний 10-й сплит. Итого на каждом фестончике у нас будет по 10 вот таких лепестков. Сплиты из 4 столбиков с накидом. Все, 10 готово. 2 воздушные петли, арочка, и в вершину следующего столбика с накидом делаем соединительный столбик. Завершили. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В следующие 4 столбика провязываем по столбику с
накидом. Две воздушные петли. Здесь уже по рисунку все видно хорошо. Столбик с накидом, следующий столбик, 1 воздушная. Пропускаем 1 воздушную петлю вот на этой угловой цепочке. И во вторую петлю провязываем 1, пропускаем в следующую столбик с накидом. Это кромочный. Но этот край мы потом еще с вами обвяжем такими же сплитами. Так, вот что у нас получается. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Разворачиваем, еще 1 воздушная петля, арка. И пока вяжем по рисунку. Столбик с накидом, следующий столбик, 2 воздушные петли, 4 столбика с накидом. Так. Провязали 2 воздушные петли, пропускаем 2 воздушные, 1, 2, и в следующую петлю провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3, разворачиваем, пока мы еще фестончик наш не начинаем вязать. Еще 2 воздушные петли, арка. И вяжем пока по рисунку 4 столбика. С накидом. Две воздушные петли, столбик с накидом в следующий столбик, 1 воздушная и столбик. 1 петлю пропускаем в вершину начального столбика. Так. 3 воздушные, начальный столбик с накидом, разворачиваем, 1 воздушная петля, арка. В следующий столбик вяжем столбик с накидом, 2 воздушные и 4 столбика с накидом. В каждый столбик по 1 столбику с накидом. Провязали 2 воздушные петли, накид, пропускаем 2 петли и в следующую воздушную формируем также уголок, провязываем столбик с накидом. И теперь начинаем вязать вот такой же хвостик, как на первом фестончике. Для этого набираем цепочку из 14 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Накид. И в 9-ю петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязываем столбик с накидом. Вот у нас арочка на кончике будет. 2 воздушные, накид, пропускаем 2 петли. В
в следующую столбик с накидом, 2 воздушные, и теперь столбик с накидом вот в последний столбик с накидом, который мы провязывали. 2 воздушные, 4 столбика. Давайте провяжем туда-обратно, дойдем вот до этого края и встретимся здесь уже по рисунку. И еще раз обвяжем фестончик вместе. Ну вот, провязали 4 столбика, 2 воздушные петли, в следующий столбик столбик с накидом, 2 воздушные, в следующий столбик столбик с накидом, 2 воздушные, уже обвязываем хвостик, так, столбик с накидом, следующий столбик, 2 воздушные, и теперь вот в эту дугообразную арочку провязываем 6 столбиков с накидом, между ними арки из 2 воздушных петель. Первый столбик, второй, третий, также 2 воздушные петли, четвертый, 2 воздушные, пятый в эту же арку, 2 воздушные и 6 столбик с накидом, 2 воздушные. Следующий столбик вот в основании, столбик с накидом, 2 воздушные, следующий столбик, столбик с накидом, 2 воздушные, и присоединяем к нашей ленте, доделываем как бы клеточку. Вот из этого столбика у нас выходит фестончик, вот к следующему, значит, ряду, к основанию. Сейчас разложим и так. У нас каждая клеточка образована 2 столбиками и арочками из 2 воздушных петель. Вот клетка готова. Далее 2 воздушные петли, разворачиваем, и сейчас будем обвязывать второй фестончик. Также делаем 10 сплитов. У нас первые 3 арки по 3 воздушные петли, далее идут 3 арки из 5 воздушных, и потом оставшиеся 3 арочки идут из 3 воздушных петель. Единственное, что нам нужно будет соединить между собой 2 соседних фестончика на 2 арках. Вот у нас первая арка между первым и вторым сплитом и вторая арка из 3 воздушных петель между вторым и третьим. Вот на этих 2 арках из 3 воздушных петель мы и будем соединять. В 2 точках у нас соединяется. Итак, вяжем первый сплит, первый столбик не до конца, второй, в следующую арку третий, четвертый, сплит готов. Теперь провязываем арку из 3 воздушных, но делать мы будем так: 1 воздушная петля, находим первую арку из 3 воздушных петель на соседнем фестончике, провязываем соединительный столбик, это у нас как вторая петля арки, и еще 1 воздушная петля, как бы третья, и приступаем к провязыванию второго сплита.
Также делаем первые две ножки в ту же арку, куда третьи и четвертые ножки предыдущего сплита, и в следующую арку еще две ножки. Закрываем. Вот так мы соединили между собой две арочки. И теперь снова делаем арку, 1 воздушная петля, и присоединяем к следующей арке на соседнем фестончике соединительной петлей. Еще 1 воздушная петля, продолжаем провязывать арку и вяжем третий сплит. На текущем фестончике. А теперь просто арка из 3 воздушных. Эти арки мы уже не соединяем между собой. 1, 2, 3. Давайте провяжем оставшиеся 7 сплитов и встретимся. И немножечко вместе еще провяжем. Ну вот, провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сплитов. Далее 2 воздушные. И соединяем при помощи соединительного столбика к уголочку. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 3 петли — это столбик с накидом, и 2 воздушные — это арка. И продолжаем вязать по рисунку. 4 столбика с накидом. Вот что у нас получается. Вот такие фестончики красивые. Так, вяжем до нужной длины нашу тесьму. Давайте провяжем самостоятельно, встретимся и обвяжем вместе вот этот край длинный, ровный. Итак, мы с вами провязали нужную длину тесьму. Заканчиваем край симметрично началу. Также у нас вот свободная клеточка одна. На уголочке здесь также 1 клеточка. И сейчас нам нужно обвязать вот этот ровный край. Он и так красиво смотрится. Если хотите, можно и так сразу настрочить на полотенце вот по этому краешку. Но я сделаю обвязочку, чтобы наша тесьма была законченной. Итак, делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И в следующую арку столбик с накидом. Провязали как бы начальный сплит из 2 столбиков. Далее 3 воздушные петли. Арка 1, 2, 3. И теперь вяжем сплит. Такие же будем провязывать, как и на фестончиков. Первые 2 ножки в эту же арку. Первый столбик с накидом не до конца. Второй. Сделали 2 ножки. И 3-ю, 4-ю ножку провязываем на следующей арке. 3-й столбик не до конца. Накид и 4-й. 5 петель закрываем. Вот такой сплит. 2 ножки в одной арочке, 2 другие ножки на следующей арке. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И снова 2 ножки в эту же арку, куда провязывали 3-ю и 4-ю ножку предыдущего сплита. Накид. 3-ю, 4-ю ножку на следующей арке. Сплит из 4 столбиков с накидом. Закрываем. 3 воздушные. 1, 2, 3. Итак, вяжем сплиты из 4 столбиков. Между ними арочки из 3 воздушных петель.
1, 2, 3. Вот что у нас должно получиться. Так вяжем на протяжении всего края, доходим до начальной петли и для симметрии провязываем также последний полусплит, один столбик в арку, и последний столбик у нас будет в начальную петлю. Крайний сплит у нас будет из 2 столбиков. Вот так. Все, давайте провяжем самостоятельно и встретимся. Итак, подошли к концу ряда, и последний сплит у нас состоит из 2 ножек. Первая ножка в ту же арку и вторая ножка в начальный столбик, в первую петлю воздушную. Все, ниточку мы закрепляем, отрезаем, прячем хвостик. Я уже немножко отпарила нашу кайму. Посмотрите, какая красивая она у нас с вами получилась. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и вместе со мной связали эту очаровательную тесьму крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!